строительстве не бывает экономии. То есть вы платите меньше, вы получаете меньше. Или в количестве, или в качестве. Добрый вечер, друзья. Пока готовлю проект очередной, хочу рассказать историю интересную по поводу ценообразования в строительстве. Чудеса, да и только. Значит, смотрите, каждый год перед началом строительного сезона мы смотрим свои предыдущие стройки и актуализируем стоимость на этот год. И мы уже пришли к тому, что, допустим, есть у нас популярные проекты, мы их уже строили, мы их знаем, какие у нас трудозатраты, какие затраты на технику, сколько каких материалов нам надо. И мы на популярные проекты выводим какую-то фиксированную стоимость, пытаемся вывести. Так вот, на наш там популярный проект «Граф» мы в этом году вывели 3 цены. То есть стоимость на свайном фундаменте, коробки стоимость на свайном фундаменте, стоимость коробки на плитном фундаменте, стоимость коробки на ленточном фундаменте. Мы посчитали, что вот мы согласны вот вслепую заключить как бы договор. Понятно, что в зависимости от геологии участка будет у вас либо свайный фундамент, либо плитный, либо ленточный. Но чтобы понимать, в рынке мы или не в рынке, как говорят, мы всегда сравниваем свою стоимость со стоимостью на рынке схожих компаний. Схожих компаний по каким критериям? Я имею в виду, что компания юридическое лицо, публичная компания, то есть шабашники с онлайнера нас не интересуют, да, то есть это ни в какое сравнение не идет. И компания, которая качественно строит, судя по тому, как они публично освещают свои работы, да, и сюда можно добавить, наверное, такой пункт, как компания, которая дорожит или пытается дорожить своей репутацией. Так вот, что получается. Мы проект дома разослали, по-моему, в 5 или в 6 компаний, которые вот, ну, примерно вот где-то здесь посерединке находятся, и получили ответ. Так вот, для сравнения, если наша смета на возведение коробки составила, сейчас немножечко округлю, 220 тысяч белорусских рублей, то за такой же объем работ по такому же проекту другие компании нам насчитали. Одна 240 тысяч рублей, кто-то 280 тысяч рублей, и еще там две, по-моему, около нашего уровня, то есть там около 220. Но мы этот фидбэк получили, как бы, да, посмотрели, что да, цена как бы в рынке, как говорят сейчас модненько, и успокоились, все, забыли. То есть мы тут уже с заказчиками обсуждаем цены, заключаем договоры. Проходит недели 2-3, и нашему человеку, который под видом клиента рассылал вот этот вот проект, одна из компаний отзывается, пишет: значит, так что там решили, будем с вами работать или нет? Он говорит: вы знаете, нет, я нашел тут дешевле на 20 тысяч рублей. И они говорят: а покажите смету, мы ее изучим. Он говорит: знаете, меня просили смету не показывать, поэтому, ну вот, дешевле на 20 тысяч рублей. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Ладно, никто не ожидал. С той стороны говорят: так а давайте тогда, ладно, вот ваши там 220 тысяч, я закрытыми глазами делаю скидку вам 5%. Я этого не ожидал. Почему? Потому что получается какая-то такая странная калькуляция. Изначально у компании было дороже нас на 20 тысяч рублей белорусских. А теперь они готовы сделать еще скидку от нашей стоимости, от 220. Это еще 10 тысяч рублей. То есть суммарная разница от изначальной стоимости набежала 30 тысяч рублей. А это, на секундочку, 10 тысяч долларов. Так вот, у меня возникает два вопроса. Вопрос первый. А с чего ты так лихо десяточку сбросил? То есть, эта десяточка была лишняя в твоей надбавке, в твоей прибыли, поэтому ты от нее избавился? Я сомневаюсь, что кто-то своей прибылью вот так будет разбрасываться. Эта десяточка отвалилась от качественных материалов? Эта десяточка отвалилась от качественных услуг? Или вычеркнули там, допустим, стоимость техники, которая в этой смете тоже там, по-моему, 16 тысяч рублей составляет суммарно на весь период. Да, то есть за счет чего такая скидка 10 тысяч долларов, при том, что общая стоимость контракта 65. Я сейчас немножечко округляю, как бы, да, то есть 65 тысяч долларов. То есть изначально ребята хотели, получается, пускай 70 тысяч долларов, а теперь готовы за 55. 10 тысяч долларов просто взяли и скинули. Еще один момент, который меня волнует. Так, а изначально ваша ценовая политика, получается, была на что? На лоха, извините, рассчитана. То есть я тут десятку наброшу, кто согласится, тот молодец. Если не согласятся, ладно, минус 10 тысяч точно купим. Или как это работает? Я не понимаю. И резюмируя, я, друзья, вам рекомендую искать компанию, которая не играет вот такими моментами. Потому что
ну, по-моему, даже, как это сказать, не солидно или даже некрасиво по отношению к разным заказчикам, да, то есть делать некую цену, за которую ты продал там 5 строек, а потом появился шестой заказчик и говорит, мне дорого. Ну ладно, тебе я сделаю скидку $5000. Ну это просто некрасиво по отношению к этим 5. Ну, я так размышляю. Напишите там в комментариях, может, я не прав. Вот. И опять же вопрос такой, что вот это вот заниженное ценообразование, именно заниженное от своей же цены, да, возникает очень много вопросов. То есть где-то мы в чем-то проиграем. Я уже много раз говорил, что в строительстве не бывает экономии. То есть вы платите меньше, вы получаете меньше. Или в количестве, или в качестве. Так вот вопрос. Делая скидку в $10 000 от $70 000, это на чем вы там собрались экономить?